Ну что, ребятки, всем привет. Так, пока еще никого нет. Так, ну ладно, в любом случае начинаем. SnowRunner. Ребятки, давайте сделаем это. Сделаем достойную каточку. Погнали. По машинам. Таймыр, болото. Пам-пам-пам, раз, два, три. Так, Таймыр, болото. Где наш Ворон-глаз? Воронград глаз. Не, конечно, тайга это просто one love. Но блин, надо подвеску на нее искать. Надо искать подвеску. Так. Ага. Я уже начинаю собирать коллекцию на Таймыре. Коллекцию монстр траков. Так. Так. Воронград. Сейчас мы... На него я нашел подвеску, поэтому... Да и звучит он как-то приятнее, знаете ли. Звук просто отменный. Короче, найдем когда подвесочку, потом уже посмотрим. Может быть, обратно на тайгу сяду. Так, ладно. Не буду рассусоливать, давайте по задаче сразу же. По задачке. За горизонт хотел бы я выполнить, тем более на 710. А чё она такая жирная? Так, давайте посмотрим. Так, и как прикажете мне здесь работать? Я не могу даже связаться с соседним районом, потому что у нас нет радиовышки. Хочу, чтобы вы осмотрели старую вышку и оценили ее состояние. Ого. Так, надо, значит, съездить до старой радиовышки. Доставить к радиовышке балки, запасные части и грузовой контейнер. Окей. Сейчас будем чекать. Music inside. Hey! Thank you, man. Hello. Так, пам-пам-пам. Балки здесь. Так, секундочку. А здесь у нас есть балки? Так, есть только запасные части. Так, есть грузовой контейнер. Грузовой контейнер и запасные части. А здесь таки у нас как раз таки балки. Балочки. Так, ну что, какой вариант, какой план? Ладно. План стандартный, наверное, прицеплю. Прицеплю прицепик, так сказать. И понеслась. Так, балки, они длинные. Грузовой контейнер. Ну все, как раз. Контейнер погрузим на платформу, а уже запасные части в прицеп. И Воронград. Наша новая игрушка. Но салон явно от газельки.
Так, ясно. Опять хрустальная подвеска. Так, запасные части мы погрузим, Есть. Грузовой контейнер. Да. Так, ну что ж. Интересно, он будет переворачиваться, нет? То есть ли у нас склонность к переворотам? Так, маленькие испытания. Без полного привода. Так, если переключиться на пониженно. Ясно, тяжело. Ладно, полный привод. Не буду мучить. Так, вроде дорога... Вроде дорога простенькая. На первый взгляд. Да блин. Вадим, привет. Спасибо. Спасибо, что зашел. Спасибо, что поставил свой лайк. Выразил, так сказать, респект и поддержку. Спасибо. Да ё-моё. Ну подвеска, ну что такое? Почему такая хрустальная? Вроде едем на суровой технике, которая должна без проблем справляться со всеми этими трудностями, но... Привет. Привет, Дресбу Гейм. Сложные у вас никнейм какие, ребят. Спасибо за лайк, кстати. Так, ну что, Воронград, покажи, на что ты способен. Но у них движки практически одинаковые, как у Тайги. Ну, примерно одинаковые. То есть и полный привод, и дифференциал, все это есть. Единственное, в высоте подвески. Ну и колес там какие-то читерные. Болотоходы. Ё-моё.
Как дела? Прекрасно. Прекрасно. Жара спала, кстати. Жара спала и сидеть, ну, как покомфортнее, что ли, стало. Там пух теперь не греется. А то когда была 30-ка, я немножко переживал за видеокарт, знаете. Температура поднялась, по-моему, выше 80 градусов. Очень близко к отвалу, поэтому... Сейчас нормально, нормально. Сижу, вот себе налил чаечек, катаюсь на Уранер. Вообще супер. А как у вас дела? Надеюсь, тоже все хорошо? Пожалуйста, пусть это будет так. Так, а тем временем мы продолжаем. Давай только аккуратно и не опрокидываться, давай. Ага. Не, ну колеса, по-моему, стопудово уралские. Вот как к гадалке не ходи. Я хз. Может, это стандартный профиль, ну, стандартная резина для всех, так сказать, классов. Эть, тихонько. Скатывается. Ай-яй-яй-яй-яй, я прошу, не падай. Твою мать! Кусок говна, блин. Да. Отлично, разгрузился, блин. Прям на мосту. Блин, ну что такое, ну... Понятно. Так. Ну что, ребятки, придется вести сюда кран. Извиняйте. Так. Кстати, тайга пригодилась. Так, эвакуация. Тик, модули. Да, блин, еще дождь начался. Не, ну мне, кстати, в таком исполнении больше нравится тайга, когда она заниженная. Такой лоурайдер. Стильный очень. С аэрографией. Смотрится безумно. Я бы на таком по городу ездил, там повседневно. Ну, если бы, конечно, бенз не стоил космических ценников. Если сделают какой-нибудь по типу электрогрузовик, дешевый в обслуживании, было бы круто. Кстати, тайга как-то лучше справляется со всеми этими камнями, неровностями. Подвеска вроде не так страдает. Либо я просто так умело объезжаю все это дело. Секундочку. Чекнем, проверим все. Так.
Неслась. Вадим, не вижу, что это за смайлик такой. Желтая карточка какая-то. Или это просто... Не вижу, реально. Смотрю на планшете, поэтому фигово видно. Блин, ну конечно, надо было здесь внизу проезжать, наверное. Зараза. Я тоже, блин, спешил. Ах, так, ладно, ну что, достанет, не достанет он. Пробуем. Нет, не достает. Засада. Это же неудачное место, а? Сейчас придется немножко вспотеть. Так, я чувствую, там смог залетел. Привет, Колян, спасибо. Здорово. Привет. Играю с друзьями по нету. Оставлю тебя на фоне. Буду слушать. С вашего позволения, удачного стрима. Спасибо, Колян. Но у нас же тут, сам знаешь, не обязаловка. Поэтому никто тебя не будет ругать за опоздание. Но спасибо, что залетел. Спасибо. Так, ладно, понеслась. Дальше. Окей, один я, наверное, погружу. А, ну все, получается. Все получается. Да, как раз хватает и на этот, и на этот. Я уйду через 15 минут, 15 минут вернусь. Хорошо, Вадим, давай. Да, блин. Да, все отличненько. Идеально получается. Так, и... Красота ты какая. Немножко не докинул, ну ладно. Да ё-моё. Сейчас еще одну коробку завернем и все. Благо можно неаккуратно сделать. Это плюс. Так, сейчас будет большая магия. Так.
Опа. Распаковать, упаковать. Хорош. Блин. Ладно, погнали. Воронград. Да, если бы у нас был бы такой бы Воронград реализован, ну, вернее, если бы мы бы производили такую технику отечественного производства, какая-то тавтология получается, если бы мы производили бы такую технику, то, блин, мы были бы топ-1 страной в мире. Так, ладно. Он прямо-таки норовит перевернуться, меня это беспокоит. Все-таки высокая подвеска увеличивает шанс перевертывания на процентов 60. Надо очень внимательно смотреть за наклонами все этими. И тем не менее мы почти доехали. Еще пару мгновений. По этой роскошной лесной дороге. Блин, это будет, я думал, будет сложнее. За что 700 опыта дают. Так. Раз, два. Так, теперь остались балки, металлические палочки. Так, здесь. Здесь. Вот этот участок жутковатый и вот этот. Вроде бы. Ладно, попробуем снизу проехать. Там хоть деревья есть. Вроде зацепы должны быть. Ладно, посмотрим, может придется на ЗС заехать еще. В идеале просто нужно отстегнуть прицеп. Не хочу его оставить в ебенях. Три 800 на лю. На дороге не валяются. Так, опять через этот гадкий мост. Кстати, можно объехать.
Блин, были бы такие же дудыши у Воронграда. Ну, я имею в виду колеса. Такие же были бы. Он был бы, наверное, поустойчив. Виктор, привет, спасибо. Спасибо, что нашел время. От души, как говорится, от души. Короче, я понял. Игра играет наподобие... Ну, не наподобие, нам быть может даже на одной позиции с антидепрессантом. То есть она отлично так расслабляет, кстати. В отличие от танков, которые просто уничтожают тебя. А SnowRunner после, например, ну, трудового дня помогает расслабиться. Как жизнь молодая, да? Виктор, прекрасно, прекрасно. Сижу расслабленный. Температура упала за бортом, ну, вернее, за окном. Прекрасно ощущаю себя. Покушал. Сижу, катаюсь на SnowRunner. Ну, что еще может быть лучше? Так, в смысле? Моста нет. Это спиздил мост. Ну или его смыло. Возможно, второе. Так. Какая неловкая ситуация. Благо я без груза, поэтому легко. Легко проеду. 5. Порожняком еду. Так как раз таки еду за грузом. Да ё-моё, ну, Береза, ну что ты делаешь со мной, а? Да блин. Ну отпусти меня. Я сейчас разгрузился и еду в следующую точку за балками. Но дурацкая береза, она, похоже, меня ненавидит. Она презирает меня. Так, сейчас достанем ее. Ну, вернее, прицеп достанем. Нет. Похоже, мы потеряли прицеп. Эть! Мне нужен, короче, бабка и детка, чтобы вытянуть эту репку. Давай! Чёртова береза! Теперь я стал хейтером берез. Ладно, хрен с ним, прицеп мне, блин, мне в принципе он не очень важен. Мне ж только балки нужны, поэтому когда-нибудь я этот прицеп достану. Но явно не сейчас. Надо тогда один груз, а назад другой. Ну, там не дают другой груз. Говорят, езжай за другим грузом в другую точку загрузки.
Православный дифференциал работает. Найс. Это хорошо. Так, стоп. Что, нам бензин-то хватит? 150 литров. Надо, наверное, на заправку заехать. Сегодня смотрел видос от Грим Оптимиста, танковый блогер. И что-то он рассказывал про чувака, который ему написал то, что «Бля, Димон, как слезть с танков?» Ну, типа он уже в них лет 9 рубится, ему 33 года, и говорит, играю в них каждый день, там, по часов 8-9. Не могу слезть, это как зависимость, не можешь что делать. Ни работы, ни жены, ни друзей нет. Я подумал, блять, в смысле, он что, про меня говорит? Потом подумал, блять, я же бросил танк. Ну, я уже завязался этим делом на постоянно. Я уже не задрочу, как раньше. Я уже не такой. Как оказалось, танки это тоже та еще зависимость. Не, ну 8 часов в день это жестко, по-моему. Очень жестко. Я раньше устраивал, конечно, марафоны, но ночные марафоны по выходным. Сядешь так с ребятами с часов 10 и до часов 4. Но это только по выходным. Так, балки. Вадик вернулся. Если вернулся не с пустыми руками, взял свой питье и каких-нибудь плюшек, чтоб не было скучно. Так, теперь обратно. Вот тут объезд есть, кстати. Здесь еще не ездил. А ты играешь в GTA? В GTA-шку? Ну я ее прошел. Когда она-то вышла? В 2013 году. Я ее прошел в году 2014 и больше не играл. Ты, наверное, имеешь в виду GTA Online? Привет, Арис. Спасибо за 13. Спасибо, что нашел время зайти.
Спасибо за пальчики твои вверх. Да я пропарил момент, когда ее раздавали бесплатно. Ее, по-моему, в мае раздавали в апреле за так. Можно было взять, возможно, я бы и покатал бы GTA-шку. Но я почему-то пропустил эту новость. Когда ее раздавали. А счастье было так близко. Можно было сыграть в GTA RP. Примерить какой-нибудь на себе роль. Это прикольно, кстати. Я бы, наверное, исполнил бы одну роль таксиста какого-нибудь. Так, хотя вроде можно, да, проехать, гайс? Как будто бы. Как будто бы трамплин даже. Если носом не клюну. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра. Что-то как-то скользит, гайс. Надо как-то держать себя в руках. Давай, я тебя умоляю, прошу тебя, цепляйся. Ё-моё, ты зря, короче, поехал, видимо, сюда. А, твою мать. Все, я понял. Пожалуйста, только не падай. Не падай. Я понял свою ошибку. Все смотрю на эту игру, но она на PS4 стоит 5 косарей. Жесть. Какие-то ценники прям неадекватные на плойке. Она, по-моему, 2 косаря стоит. Ну, для ПК. Да, блядь, как-то развернуться бы. Ну, 5 косарей, это что-то прямо ужас. И она хорошая, конечно. Но не стоит этих денег. Так, а честно, выехал. Стоп. Мне же нужно просто левее. Так, я с вашего позволения включу дифференциал. Да вообще, блин, они офигели. Обдирают бедолаг. Ну, тех, что на плойке. Только не разгрузись. Кусок говна. Я ж так нежно ехал, ну камон. Стоп, я чуть живой? Ай. Спасибо, Вадим. Эх. Такой любезный. Так. Второй раз уже потерял груз.
Ну ничего, сейчас тайга все исправит. И, так сказать, вернет баланс в этот мир. Короче, надо меньше, наверное, фильмы смотреть про супергероев, то начинаю какие-то эпические реплики изрыгать из себя. Хотя из этого карантина адского, из этой пандемии, что-то все перенесли, все премьеры. Даже посмотреть нечего. А, кстати, посмотрел на днях комедию одну. Она такая забавненькая. Про петлю времени. Сейчас, секунду. Про петлю времени. Называется Palm Springs. Привет, привет, новый ретро Playstar. Спасибо за большой палец вверх. Вот, она комедия, она... Блин, прикольно. Прикольно. То есть на этом... На IMB... Нет, IMBD, кажется, так называется. 7 из 10 у этой комедии. Поэтому стоящая вещь. Гляньте. Palm Springs. Palm Springs. Да, самое то ночью разгружаться. Ну или загружаться. Как-то неестественно, короче, манипулятор стоит под каким-то странным углом. Вообще не понимаю, что ты делаешь. Да грузи ты. Так, все. Все. Да, чертов кран. Все, сейчас без факапа. Сейчас очень деликатно. Я понял. Да нет! Твою мать, а! Как же он любит переворачиваться, что за хрень, а? Короче, я разлюбил Воронград. Надо искать другой грузовичок. Высокая подвеска его просто испортила. Она уничтожила его рейтинг популярности.
Так. Вот совушка. Может, из кабины будет лучше? Видно дорогу. Ну, вернее, ее неровности и наклоны, чтобы понимать, где проезжать, а где не стоит. Значит, какой-то другой грузовик поустойчивее. Но с такой же высокой подвеской. Так, стопэ. Этот проклятый мост. Блин, ненавижу его. Так, а сейчас спокойно и легко. Что, да блин, что происходит с тобой? О. Так, надо страховку привязать. Чё ж он так переворачивается-то, а? Либо, может, на платформу заменить на кузов. Я хз. Но, по-моему, не должен так переворачивать. Это бред. Короче, посмотрим. На тайгу поставлю подвеску высокую и посмотрю, как она. Ощущение, что вся подвеска высокая, она какая-то забагованная. Так, и последняя доставка. Есть. 710. Да, получилось. Есть сигнал. Спасибо, друг. Это для вас. Спасибо за 650. Так, что у нас открылось? Что у нас открылось? Геологоразведка. Найти и просканировать первую точку. 740 аж. Воу. Полегче. А, канал связи. Канал связи 960. Так. 230. 260. 230. Может, мелкое поручение выполнить? На 510, например, а? Как вам такое? Добраться до северной дороги. Следопыт. По-моему, изи. Ох, нет, не изи, далеко ехать. Давайте, короче, круговорот грузов сделаем. Средненькая 510 всего. По-моему, идеально.
Так, вроде никто не против, да? Я тогда принимаю. Сейчас я поставлю туда кузов, ну, бортовую платформу. Посмотрю, как с ней будет. Будут такие же опрокидывания спонтанные. Что у нас? Движок недоступен. Может, все-таки подвеску делать среднюю? Серийную? Потому что он и так высокий. Так. Интересно. То есть и на серийной подвеске у него 50 диски, и на высокой 50. Короче, я поставлю, наверное, все-таки серийную. Потому что явно лишняя высокая подвеска. Она все портит. Погнали. Погнали, ребятки. Воронград. Так. Задачи, кстати. Местное производство нуждается в разнообразных материалах для обслуживания своих помещений. Говорят, в долгу не останутся. Ну еще бы. Так, нужно ставить цемент. Цемент нужно доставить в лесопилку. Лесопилка, цемент. Цемент. О, тут все поблизости, кстати. Переть. Когда будет следующий стрим, спрашивает Вадим. Все очень просто. В пятницу. В пятницу на этой неделе. Я немножко расскажу. Когда у меня проходят стримы, у меня, значит, они проходят по вторникам. Собственно, сегодня в пятницу и в воскресенье. 3 раза в неделю. Вот. 2,5 часа. AAA проект, ну я пытаюсь так делить, вернее, ну прохожу так по 1,5-2 часа. Не сильно их затягиваю. Ну а такие по типу SnowRunner, они большие. Много часов требуется, поэтому ну 2,5-3 часа. Ну нет, не больше 3. Потому что цифра 3 часа людей отталкивает. Ну, даже по себе сужу. Вижу, когда видос какой-нибудь, ну, от известного блогера, 3-часовой, думаю, блядь, серьезно? 3 часа? Ну, бывает, смотрю, конечно, просто делю на 2 раза. Так, надо цемент. Цемент. Это сила. Сразу так просело. Так, опять я не нарисовал себе карту. Тык. Через лесочки, через мосточки, через болотистую местность, через просеку, пасеку. Так. И прямо на лесопилку. Короче, сейчас в таком варианте попробуем со стоковой подвеской. Но он должен быть устойчивый стопудово.
Да что? Там же... Там же ничего не было, алло. Ну, я предполагаю, из-за чего это может быть. Они же сделали динамически изменяющиеся, так сказать, поверхности, то есть под определенные массы грузовика, то есть под разные массы грузовика, они по-разному изменяются. И, возможно, это играет свою роль. То, что вот так вот бывает, отстреливает в некоторых местах. Ну, это мои догадки. Так, ну что, пока вроде уверенно едет. Вот бы на моем канале было 1000 подписчиков. Было бы круто. Блин. Я с тобой полностью согласен. Это было бы очень круто. И очень позитивно. Я бы туда ходил бы по дому в клоунском колпаке и пел бы песни. После доставки груза вам скажу вердикт по поводу такой компоновки. Я уже скоро буду экспертом по SnowRunner. О, пасека. 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 Ну, алды помнят. Пока очень уверен. Пока вопросов нет. Так, а можно же... Не обязательно же по грязюке, да? Можно и с краешку, по обочине. Короче, пока первый вердикт. Бензобак большой. 330 литров. Супер. На стоковую подвеску, ну, на стандартную можно влепить самые большие колеса. Плюс.
Внешне выглядит просто на 100 баллов. Так, ну и вроде бы пока не переворачивается. И, кстати, оптимальный расход бензина. Секунду, надо выпить чай. Теплый чай, знаете ли, помогает немножко держать голос в тонусе. Иногда забываю себе его сделать, и к концу стрима голос просто умирает. Так, пожалуйста, цемент есть. Дальше. Дальше нужны доски деревянные. Раз, два. Деревянные доски. Угу, на завод. Так, на завод. Сюда, сюда, сюда. Да что такое? Что за потерянный в камнях? Это тачка. АЗС, кстати, есть. Стоп. Тут же можно напрямик проехать. Ну, тут есть АЗС, опять же. Илья, привет. Спасибо за пожелания твои. Спасибо, что нашел время заглянуть. Зона погрузки. Кстати, еще приятная Европанель в салоне, прямо радует глаз. Даже магнитола, можно флешки вставить, красота. Кондиционеры, мягкий сиденье, стеклоподъемники. Ну, короче, блин, офигенский салон. Так. Весьма опасный участок. Вот тут по-любому бы я перевернулся на высокой подвеске. Гадалки не ходи. Да, Вадим, скачай обязательно. Геймвей Рус, привет, спасибо за пожелание, спасибо за твой визит.
Я тебя обнял дистанционно. О. Чебур Ослик, привет. Ай-яй-яй-яй. Чуть дифференциал не полетел. Занес лайков, спасибо. Спасибо, что донес лайк. Обожаю лайки. Спасибо. Там что, ГАЗ-69 стоит, что ли? Так, что с людьми творится? Неудивительно, в этом городе ОСАГО стоит таких бешеных денег. Местный житель попал в аварию и, разумеется, бросил машину на месте ДТП. Найдите машину и доставьте на станцию ТО. Стоп. Награды 2300, 290 опыта и плюс 166. И это ГАЗ-66. Плюс. О, блин. Прикольный автомобиль, кстати. Так, и куда мне везти надо? Эх, не по пути. Вот если бы в деревню вот поблизости. Ладно, в следующий раз. В следующий раз. Может, после этой миссии, кстати, сгонять, доставить. Посмотри, что за скаут такой. Более халявная тачка. Короче, мой вердикт этому ворону: высокая подвеска противопоказана. Только стоковая. ГАЗ-69. Спасибо. Спасибо, Александр Кин, за ремарочку. Да, надо будет достать этот газик. Не, ну, кстати, такое комфортный агрегат. На уровне с тайгой, наверное, стоит. На одном месте с ней. Надо только прокачать его.
Не, в эту грязюку я не поеду, стопудово. Твою мать. Это же грязь всего лишь. Найс. Сейчас заправимся. Я залипаю. Ну, на эту подвеску, как она работает. Шикарно сделано. О, еще один прицеп. Так, стоп. Есть. Еще одно задание выпал. Или нет? А нет. Еще нужны плиты. То есть плита нужна. Да я уже расслабил блоки. Подумал, можно сгонять до газика. Так, бетонная плита доставить на ферму. Да. Рано расслабил булки. Так. Здесь. Ферма. Привет, Playful, спасибо. Спасибо, что поддерживаешь меня. Спасибо за заботу твою отцовскую. Так. Блин, я тут не ездил. Место падшее какое-то. Сверху можешь проехать. Ну, вперед. Дорогу дальнюю. Самый любимый груз, наверное, в этой игре это бетонные плиты, потому что, блин, они сделаны с такой любовью. Посмотри, какие они красивые.
Дизайнеры постарались. Так, сейчас я немножко позалипаю на работу. Ну, хочу посмотреть на работу независимой подвески. Тест-драйв. Да, моя Mazda бы развалилась здесь. Моя старушка Mazda. Короче, я познал дзен на Воронграде. Больше он не переворачивается. Стабильность повышенная. Дорогу держит идеально. Приятно, как постукивают бетонные плиты в кузове. Напоминает, как будто бы граната в машине. Уже, ну, разбитая граната. Такой же звук. Ну, или подшипник. Стопочный. Тоже с таким же звуком. На что еще похоже? Ну, на кирпичи у школьников в Рюдзесге, например. Ну, наверное, такой же звук был бы. Если бы школотоны носили кирпичи в своих рюкзачках, то звук был бы таким же. Так, стоп. Угу. Блин, задание на 500. А я уже запарился. На 700 было менее запарное задание, кстати. Хоть и 2 раза разгрузился, но все же. Ехать не так далеко было. Тут прямо через всю карту.
Так, ну что? Ты справишься? Воронград. Ух, как тебя завернуло-то. Короче, была бы тут высокая подвеска стопудово, я бы лег бы на бок. Гадалки не ходи. Ай-яй-яй-яй, какой неприятный участок прямо. Ё-моё. Да куда ты скатываешься? Уф. Чуть не улетел. Держись. Пожалуйста, держись. Я сейчас сражу. Твою мать, а. Живи. Ух. Да. Вот здесь вот прямо 110% я бы уже валялся на боку. Короче, он как-то сползает вниз. Фух. Так, мне намокают пальцы уже. Так, если прямо. Или на подъем. А можно прямо. Прекрасно. Прекрасно. Спасибо. Так, далее. Далее все прямо. Так. Небольшая лужа. Ну, думаю, с ней без проблем справиться. Давай. Да, очень легко. Не, даже стоковый движок, кстати, управляется очень хорошо.
Сейчас, секундочку, глотну немного чая. О, хорошо. Мы уже приехали? Доставить на ферму. А ну все. Колохоз комиссара Квашина. Добрая была доставочка. Трудись во благо советского народа. Я тружусь. Пожалуйста. Есть! 510. Отличная работа. Вот обещанные деньги. Спасибо. Спасибо. Спасибо за деньги. Обещанные. Так, ну что? Так, ну что, давайте тогда это. Сгоняем за ГАЗ-69, что ли? Интересно. Тут ТУЗ-166. Че бы написали валет какой-нибудь. Так, а что у меня есть поблизости? Может, какая-нибудь тачка мне завалялась, нет? А, кстати, есть тайга. Можно на тайге докатить. Так. Воронград очень далеко, а вот тайга находится поближе. Так, секунду, заводим. Чат, тайга зарешает. Немножко я его выровню, может быть потом когда-нибудь заберу. Понятно, не заберу. Уже не заберу. Так, мимо станции. Так. И сюда. Блин, тут неудобно через кабины смотреть из-за этого высокого воздухозаборника. В Воронграде намного лучше. Отлично, просто все сломал. Колесо, подвеску, бак.
А вот в тайге прямо необходимо высокая подвеска. Жизненно необходимо. Так, а что если я заеду на эстакаду, и у меня починится, не починится? А, это не эстакада. Вернее, это эстакада, но я на ней не починюсь. Не увидел пенёк. Так, Вадим, куда ходил? Доставить на ремонтную станцию Туза. О, сейчас по грядкам прокатимся. Устроил кровавое месиво. Проклятые тыквы. Горите в аду. Да ё-моё. Сейчас мастер-класс покажу. Задним ходом. Поздравляю, почти 20 лайков под стрим. Ну да, да. Спасибо, спасибо. Кстати, ребята, за почти 20 лайков. Ты издеваешься? Ты чё, на брюхо сел? Это прикол такой, что ли?
Вот это обсер. Ай, вот показал мастер-класс. Пожалуйста. Что это за деревья такие, а? Может, достанет? О! Найс. Может, мне вытащить как-то? Нет, скорее я его вытащу. Ну-ка, покажись. Красавчик, а? Теперь, блин, как-то выехать отсюда надо. Да, это самая большая проблема. У тайги ее низкая подвеска. Это ад. Давай. Так, может быть, с помощью как-то туза. Может, меня сейчас ударят в попку? Нет. Его сейчас разорвет самого. Да, вот это фейл. Круто. Круто. Что делать? Опять сюда гнать тачку? Бэйн, привет. Спасибо. Спасибо, что нашел время. Залетел, поставил лайк. Большое спасибо. Блин, да что за фигня с этой подвеской? Я ненавижу ее. Ну, на тайге. Какие игры она со мной играет? Подвеска, черт. Так. Ладно, блин, придется ехать на УАЗе, спасать. Спасать. УАЗик, кстати, какой-то странный, он вообще дорогу не держит. Его мотает налево или направо, короче, ведет руль него. Он даже на бездорожье неуправляемый. Странно сделали автомобиль. Так, здесь. Здесь срежем. Сюда. И сюда. Его жестко кидает прям налево и направо. Просто неуправляемая тачка. Я не знаю, зачем его сделали.
Я хз, как будто за рулем пьяный охотник едут. Охотники рыболова. Блин, ну даже 10 метров прямо не можешь проехать. Эх, все-таки SnowRunner передает ту атмосферную. А ту атмосферность от Spin Tires. Ну, да, да. Тут тоже свой, так сказать, свой дух, своя атмосфера. Тут даже больше атмосферности. Тут так живописно. Ну, более живописнее, чем в Spin Tires. Не извиняйся. Все мы ошибаемся, как говорится. Тем более это иногда Т9 подводит нас. Ой, пишешь правильно. Так, зачем нам сюда? Когда нам нужно сюда? Кстати, в грязюке он себя комфортно чувствует. И вот в грязюке он как рыба в воде. Только дорога сразу сцепление теряется. Кстати, такой вопросик. Если бы я вывел чат, ну, на, так сказать, на изображение чат, чтобы, ну, бегал, отображался на экране чат, это было бы, ну, актуально или это супер стрёмно было бы?
А, актуально, да? Спасибо. Ну, то есть, как бы... А, давай. Давай, Вадим. Спокойной ночи. То есть это не напрягает, да, людей? Окей. Так, ну что, мы приехали или нет? Ладно, надо тогда как-нибудь заморочиться, вывести чат. Посмотри, как это будет сейчас смотреться. Наконец-то мы доехали. Так, ну что? Смогу ли я вытащить его, а? Интересно. Так. Сейчас я дифференциал подрублю, полный привод. Ну что, погнали? Давай. Ну же. Давай, я прошу. Вроде едет. Есть контакт. Вытащи здоровяка. Так, пчелки, простите. Сейчас подсветим. О. По красоте, что было все. Переключись. Прошу, просто больше не застревай. Так, окей. А где ты там, алё? Сейчас вытянем эту рыбку. Я знаю, где ты там. Давай. Старая колымага светская. Найс. А, сейчас мы еще заправим его. Так, секундочку. Блин, ну выглядит прикольно, кстати. Еще прокачать его. Так, заправить. В смысле? Какого хрена он жрет уже так? 26. Что, издевается? Какого хрена он жрет? Он же стоит просто.
И надо как-то его аккуратно вывести. Так. Да не падай ты. Все, отлично. Так, теперь. О, недалеко ехать. Так, ремонтная. О, через деревню. Через верхнюю Пышму, или как она там называется. Так, сюда, сюда. И на станцию. Все понял. У него баки дырявые. Все 80 литров просто вылилось. Я думаю, чё, блин? Да он жрет много топлива. У него баки дырявые, собака, а? Кстати. Да ладно. Я подумал, вдруг, может его манипулятором затащить, но нет. Не. И так нормально болтается. Сейчас у нас будет тузик коллекции. Кстати, можешь попробовать? Ради интереса. Как настоящий эвакуатор. Хочу сделать. Так. 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 М-м. Как такая идея? Ну-ка. Может, легче будет? Кстати, быстрее едет. Ну, вроде полегче. Хорошо, что еще штраф дают за то, что я так обращаюсь с машинами. Ну, с заказами клиентов.
Так, доставить на ремонтную станцию. Надо заехать. Сейчас заедем. Есть контакт. Так, потерянный в камнях, спасибо за помощь. Не хотите открыть у нас автошколу? Местным точно не помешает вохождение. Награда Ту-166 и 2300. Спасибо. Спасибо. Так, секундочку. Так. Цепляйся. Так, я смогу пересесть? Да, я могу пересесть. Да, пересядь! Да, у него просто сломано все. Давайте сделаем что? Эвакуацию? Бам! Воу! Это ГАЗ-69! Вау! Советская классика. Сейчас мы его зарядим. Какие у него катки, а? Современные. Так. Тентованы все дела. Двигать. Двигать. Так. Какой? С движками тут вообще проблема, да, похоже? Далеко мы не уедем. На этом. Так, что с коробкой? Охренеть. 4 коробки аж у него. Серийная, магистральная, снегоходная. Советская классика, это да. Культовая вещь. Так, ну давайте снегоход. Устаревшая. Так, подвеска. 3 вида подвески даже. Заказная. Ого. Это чё, блин? Высокая. Прикольно, слушайте. Заказную можно найти на Таймыре. Где-то. Прикольно. Так, чё по колесам? 39-й аж можно засунуть. Фух. Серьезно. Так, ну окей, поставим 35-ки. 35-ки. Так, лебедочка. Автономная. Ох. Смотрится, кстати, офигенски. Так. Ой, какое ужасное колесо сзади. Можно было и без него быть. Наверное, сниму. Так, малый верхний багажник. Выглядит зачетно, выглядит полрайт. Так. Ага, так. Что еще есть? Клаксоны бесполезные. Прожектор. О, пороги топ. Козырек. Ну, козырек явно тут ни о чем. Прожектор может оставить. Хотя он такой, прям так слепит ужасно. Так, серийные трубы. Я бы оставил серийные, наверное, да? Так. Вот это. Не буду портить вид. Так, дисочки. Понятно. С дисками выбора вообще нету. Так. Какой он там цветом был? Он же там, по-моему, зеленый был, темно-зеленый цветом. Нет. Вот. Так, сейчас еще посмотрим двойную расцветку. Не, ну это нет, точно. Точно нет. Так. Вот этот. Вот он. Ух, красавчик. Даже заводится так же. Ух, у него постоянный полный привод и дифференциал.
Блин, я бы даже, наверное, на повседневно бы на такой ездил. Мужиком пахнет, в принципе. Выглядит вообще зачет. Считаете, у него тент откидывается, то есть летом вообще идеально. Хотя зимой холодно было бы в нем с тентом. Если поставить печку. Не, ну такой красавец. Лука Луканов, привет. Спасибо. Спасибо, дружище, за твое внимание и лайк. А, кстати, Соло. Советский минимализм. Ну, прикольно. Какие-нибудь поручения мелкие выполнять может пригодится. О, и прицеп можно прицепить. Но УАЗик нельзя. Ну, на этот. Как он там называется? На Хан Маршал. Почему-то нельзя прицеп прицепить. Присобачить. Не знаю почему. Это баг, что ли? Да, давай, Лука, погнали. Так, это пока в коллекцию. Прикольно, прикольный аппарат. Да, я уверен, подвеска там просто офигенная. Там и мягонько ехать. Плюс на таких колесах. Не, ну на лето идеально. Идеальный аппарат. Офигенно. Так, ладно, давайте по задачам. Следопыт, дорога, по которой мы станем. Нет. Далеко ехать. Так. Ремонтная станция, первый этап. Доставить на стоянку топливная цистерна. А, вот она. Требуется низкое седло. А стоянка где? Стоянка здесь. Ну, такая тоже незапарная миссия. Так, приказ пиломатериалов. Доставить на ЖД станцию. На ЖД станцию. А откуда? А, с лесопилки. Ремонт станции обслуживания. 230. Цистерна. Опаньки. Это уже в карьер надо ломиться. Карьер пока я не хочу. Так, это похоже тоже. Найти и просканирую первую точку. Так, и надо в район карьера ехать. Пока не хочу. Канал связи. 960. Жирный контракт. Так, а что надо сделать? Местная станция связи может стать большим подспорьем для наших буровиков. Добраться до нее будет непросто, но у вас же есть опыт в таких делах. Кэш. А, стоп, это овраг. На станцию связи овраг. То есть это мне тоже придется за пределы карты ломиться. Странно. Это не подписано, что надо за пределы карты. Так, доставить на станцию враг деревянные доски. Деревянные доски на станцию враг. Заезд либо здесь, либо здесь. Что за станция враг? А, вон она где. Овраг. А, стоп, это... Как это, если она... Карьер у нас закрыт? Через карьер только на овраг можно попасть. Интересно. Так, нет, тогда канал связи, наверное, оставим на следующий стрим. Давайте выполняем мелкие поручения. Так, нет. $290. Нет. 260. 230. Короче, ладно, погнали. 290. Менять. Так, где наш ворон? Блин, не ворон.
Где ворон? Так, низкое седло взял. Погнали. Ремонт станции первый этап, значит еще несколько этапов. Адам Киллер, привет, дружище. Заходи, располагайся, будь у дома. О, вы уже 20 лайков посыпали, спасибо, гайс. Хорошо, Бэйн, давай, давай. Так, цистерна. Угу. Есть контакт. Так. Блин, эти ограждения поставили, не развернуться. Ладно, я же профессионал уже. Сейчас сделаем. Угу. По красоте. Кстати, можно проехать около забора же. Не обязательно лезть в грязь. Угу. Сейчас нарисуем, кстати, маршрут себе. Бам-бам. Так. Стоп, мне наш на стоянку приехать. Тоже на лесопилку собрался. Не, ну это изи будет. Тут по асфальту все. Короче, это вообще супер быстро будет дачка. Я лучший? Да ладно. Перестань. Угоняешь меня в краску. Я не отличаюсь от других, я просто играю в игрушки. Транслирую это все на ютубе и болтаю. Просто болтаю. Как бы сказал Киану Ривз, нет, ты лучший. Не, мне кажется, Киану Ривз все-таки лучше. Это реально с большой буквы человек. Кстати, все уже денежки подкапливают на Киберпанк 2077. А, гайс? Я решил для себя, что я все-таки буду определенно брать и проходить. Причем даже, наверное, в день релиза. Так вот, я не знаю, по-моему, по характеристикам игрушка должна пойти у меня без проблем.
на средних настроечках, плюс ОБС, я думаю, подтянет. Надеюсь на это. Причем она стоит прямо супер демократично для такого проекта, я даже не ждал. То есть поляки, они, ну, как бы, ну, молодцы в этом плане. Я думал, там, ну, она как Red Dead Redemption будет стоить, ну, рубля 3, наверное, 3,5, а нет. 2 косаря, или косарь 900, по-моему. Прямо супер демократично для такого проекта. За это им большой респект. Так, я лучше ближе к столбикам тут поеду, с вашего позволения. Так, нет, похоже, легко не будет. А чё, ребятки, кто-то еще планирует брать Киберпанк? Или я один такой? Не, стопудово. Уверен, что еще есть люди. Ага, вижу, Бэйн. Спасибо. Спасибо, что вернулся. Ну или просто плюсики поставьте, кто планирует Киберпанк проходить. Оу, 23 левел, кстати. Прекрасно, станция техобслуживания работает, и теперь всем в нашем районе станет полегче. Спасибо большое за доставку топлива. Да, без проблем. Без... О, АЗС появилась, кстати. Доступно. Теперь можно халявно заправляться. Я до сих пор смотрю стрим. Не сплю. Я хочу Borderlands 3 пройти. Ага. Я пока не собираюсь. Но у тебя еще есть время передумать. Она вроде в ноябре планируется к релизу. Так, дальше. Ремонтная станция номер 2. Есть задачка. Или же все-таки взять задачку на пиломатериалы, доставка деревянных досок на ЖД-станцию. Или же взять ремонт станции обслуживания. Это в карьер. Не хочу в карьер ехать пока. На следующем стриме отправимся в карьер. 260. 310. Доступ к точке. То есть на этот склад. А запасные части? Надо сюда ехать. Сюда. Запасные части. Четыре единицы. Ну что же вы, ребятки, а? Кстати, у меня тут телега есть неподалеку. Так, и она, кажется, низкорамная, да?
Низкорамный. Да, да, да. Так и поступим. А что это ты, Адам, не спишь? Не спится тебе? А, ну вот. Давай, спокойной ночи, Адам. Так, стоп. Какое что за задание такое? Почему не фермерский заплыв какой-то? У меня же ремонтная станция. Так, я проехал, да? Нет. Блин, как же охота на руле погонять, а? С педалькой, на руле. Только надо еще монитор побольше. Сделать какой-нибудь, ну, какой-нибудь широкоформат. Педальки туда, ух. Огонь, просто огонь. Так, я здесь, похоже, еще не ездил. И, наверное, больше не поеду здесь. По крайней мере, с грузом точно. Ай-яй-яй-яй-яй. Немножко мимо.
Как говорится, крепче за баранку держи, шофер. Так. Так, пишет Смоки Смок. Что лучше? Тайга? Или ворон? Пока сложно сказать. Надо их в топ возвести. То есть поставить на ворон движок топовый, а на тайгу поставить подвеску высокую и ну и тоже движок. Пока что они... Хотя не, пока что вот сейчас ворон рулит. Потому что у него подвеска высокая. Тайга проигрывает, потому что он брюхом скребет. Там, где ворон пролетает. А вот когда поставлю все модификации, да, уже можно дать окончательную оценку. Да, и еще плюс из салона, короче, вид у ворона лучше. Обзор лучше. Приятнее находиться за рулем. Дендрон, привет! Спасибо. Спасибо, что донес лайк. И заглянул. Спасибо. Мы здесь все это ценим. Кстати, уже 22 лайка. Большое спасибо, ребят. Вы просто герои. Так, стоп, покажись. Кстати, еще такая штука, что на ворон можно поставить платформу и плюс поставить манипулятор, а вот на тайгу нельзя. Ну, там только платформу одну можно поставить, либо манипулятор. И это большой жирный минус, очень большой жирный минус. То есть функциональность дико снижается. PUBG, привет, привет. Как ты поздно заглянул, но все равно спасибо. Спасибо, что зашел. Так, а у тайги есть планшет, только он не работает. Ну, видишь, опять же минус. Хоть и планшет, но не рабочий. Так, мы доехали. Доехали до колхоза комиссара Кваштина. Сейчас зацепим прицеп, полуприцеп. Так что пока лидирует Воронграф. И на тайгу можно? Да нет, я же пробовал вроде недавно. Пытался поставить на нее как раз таки манипулятор и платформу. И они вместе несовместимы. Так, ну я тайгу катаю с низким... Если такой компонент, то есть поставить седло и манипулятор. Ну да, так можно, да, согласен. Не, ну если просто с кузовом гонять и с манипулятором, ну никак. Так, а ты, значит, PUBG гулял, значит. Понятно. Да не... Александр Кин, ну не, реально. Сейчас, секунду, вот давай вот сейчас чекнем. Лично для тебя сейчас чекнем. Так, где тайга? Манипулятор уже стоит. Так, платформа. Платформу ставим. Так,
Манипулятор снимается. Нельзя. Нельзя, к сожалению. Как правильно сказал Смоки Смоук, он сказал, что можно поставить низкое седло, прицепить, соответственно, прицеп, и уже манипулятор тогда может. То есть поставить седло, пожалуйста, и уже тогда можно гонять. А вот чтобы поставить кузов или платформу вместе с манипулятором, нельзя. Это минус. Ну не знаю, ну как, ну... Но, опять же, функционал снижается у тайги. То есть, опять же, Ворон лидирует. А где ты там был, мой Воронград? Воронград! Я уеду в Воронград. Так, мне нужно доехать до склада. Как раз мимо ЗСки. Идеально, да, гайс? Кстати, как песни, которые я послушал. Она, ну, мелодичная песенка такая. Мелодичная. Там написано, что она типа плагиат, я хз. Но в целом, если для первого раза послушать, ну нормально, мелодичная песня. Приятненькая такая. Но раньше я не слушал, не встречался с этим, так сказать, исполнителем. Не мой жанр, признаюсь честно. Не, ну да, но видишь, опять же, это, смотри, когда ты ставишь, ну вот, ставишь низкое седло, ставишь полуприцеп, манипуляторы, габариты увеличиваются, то есть, например, ну, какие-нибудь, ну, такие мелкие, так сказать, доставки, где нужно тебе именно пролезть куда-нибудь, влезть, уже тяжеловато, когда ты с такими габаритами. Если на каких-нибудь дальних перегонах, на прямых, ну, нормально. Так. Кто-то играет днем и ложится спать в 9 часов вечера, а кто-то играет до 3 ночи. Здравствуй, бессонница. Ну да, да. Ну, я, конечно, рекомендую привести, так сказать, жизнь в режим. Ну, вернее, ложиться спать в одно время, например. И вставать в одно время, чтобы, ну, не сбивать часики биологические. Потому что, ну, все это когда начинает сбиваться, потом проблемы начинаются, бессонница, головные боли, все дела. Поэтому лучше, конечно, немножечко соблюдать режим. Так, я заправился, кстати. Да, заправился. А уеду в Воронград. Кстати, синий цвет подходит к нашей платформе. Так, у меня опять начинает умирать голос. Хоть я и весь вечер сидел, пил чай, но, видимо, что-то не хватило. А, ну, да, то есть, видишь, все зависит от стиля игры. Согласен.
Но все равно у тайги минус. У тайги минус за это. Ну, лично мой минус. Простите. Так, что я хотел? Груз. Запасные части. Раз, два, 4. И представь, если бы я ездил по дорогам, а у тебя в твоей группе не было бы такого классного скрина. Да, я согласен. Как говорится, правила создавали, чтобы нарушать. Ну да, правила нужно чтобы их нарушать, но когда это связано с твоим здоровьем, лучше, конечно, придерживаться некоторых правил. Ну, просто это со стороны моего опыта, поверишь мне, а он у меня есть. Если это касается организма, лучше придерживаться некоторых правил. А блин, почему? Так, здесь. Так, я могу где-то повернуть? На своем роскошном Воронграде. Просто я когда скрин сделал, я пытался срезать половину карты. Даже так заморочился. В поисках лучшего кадра. Короче, ребятки, что у нас уже на часах? 37 минут. Это у нас последняя доставочка. И будем заканчивать. Следующая доставка у нас только в пятницу. Так что не забывайте подписываться, чтобы не пропустить. А также жать лайк и писать комментарии. Ведь написание комментариев это так здорово. Можно развивать мелкую моторику пальцев. Так, мне было лень ехать через всю карту, и я срезал. А по пути увидел северное сияние. И вот скрин. Спасибо, смог. За твою самоотверженность. Я бывает тоже, чтобы сделать скрин, катаюсь так по карте, ищу какие-нибудь места, чтобы сделать достойный скрин на превьюшку. Потом, если вдруг еще раз захочешь сделать скрин, там есть в настройках отключить интерфейс, чтобы вообще сделать роскошный скрин без интерфейса. Так, я попробую как-то установить сервисы Google на свой телефон, чтобы стримы запускать. Но это только на компьютере попытаться сделать надо. Мучиться. Я просто PUBG вообще не знаю, как на телефонах стримить. Это, определенно не мой. Потому что я не углублялся в эту тему. Если бы ты спросил меня, как стримить на компьютере, я бы тебе все об этом рассказал. А по поводу мобильного стриминга я хз. Как там, что да как. Похоже, я не то место выбрал, да?
Что-то не едет. О, спасибо. Благословенное дерево. Оно не ломается. Значит, ты что, не до конца высох. Вот это, кстати, мертвый заезд, да, я сейчас пытался заехать. Лучше всего с левой стороны. Тут хотя бы есть столбы. Да возьмись. Самоотверженность? Не думаю. Я просто ленивая задница XD. Спасибо, Колян, спасибо. Да все мы ленивые жопки. Так, стрим делать на телефоне можно при помощи Do.RR. Я PUBG даже не слышал насчет этих программ. Вот ты больше, наверное, знаешь меня в области телефонов. Я, говорю, даже не углублялся. Давай лучше тебе комп соберем, виртуальную сборку сделаем. Потому что реально нужен комп. Но не сегодня. Сегодня мы уже все. Как видишь, доставочка. Доставочка выполнена. Запасные части на месте. Получай. Ого, красиво. Спасибо. Контракт выполнен, ремонтная станция, второй этап. Вот, теперь у вас есть второй дом. Заезжайте на горячий кофеек. До скорого. А, кофеек. Найс. Спасибо. Спасибо за кофеечек. Прикольно, прикольно тут у вас. Уютненько. Чё, прицеп? А, прицеп. Его можно продать, кстати, здесь же. Найс. Магазин прицепов. Так, ну что, ладно, ты пыхнемся на базу, кстати. Там какие-то были обновления, то есть, наверное, модификации можно поставить. Но это уже в следующий раз, гайс. А на этом, извините, но все. 44 минутки. Надо заканчивать. Спасибо, что смотрели. Молодцы. 22 лайка. Красавчик. Всем, как говорится, удачи. Спокойной ночи. И пока. PUBG, давай на следующем стриме расскажешь обо всем уже поподробнее. Спасибо, Бэйн. Спасибо, что заглянул. Спасибо, Колян. Спасибо. Давайте, всем удачи. Всем пока.